Конец режима тишины, заявление о массированном ударе и резкий ход назад, экстренный вылет спецборта США, совещание в Белом доме. Трамп пошел на уступки. Череда громких заявлений Путина о завершении войны, спецоперация и победа, освобождение заложников и последние условия. Все детали. Переименование территории Донбасса не Донецкий угольный бассейн, а земли американца Дональда. Удар Кремля по Германии и заявление для Астаны. Россия ставит условия Казахстану и отправляет в неловкое положение Берлин. На кону нефть. Безнаказанность заканчивается. Одесский сигнал. Служба безопасности Украины буссифицировала представителей ТЦК. Почему военкомов забрасывали в бусики? Арест силовиков в Украине. Евреям и животным вход запрещен. Громкий скандал в Центральной Азии. Повышение возрастного предела для немецких резервистов. 70 лет – то, что надо. А еще о наказании для летчиков. Фаллические символы над территорией НАТО. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. Первый пошел, безнаказанность заканчивается, и Одесса стала сигналом. Так на громкую спецоперацию силовиков против ТЦК отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека. На этот раз представители СБУ буссифицировали военкомов. Тех, которые превратили мобилизацию в целую схему по отлову выгодных им украинцев. В частности, тех, на ком можно было заработать. Кадры расходятся по сети. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил: то, о чем долго говорили шепотом, теперь выходит наружу. Одесса была лидером по количеству нарушений прав человека со стороны представителей ТЦК. В то же время подобные грубые нарушения происходят не только в Одесской области. Наиболее напряженная ситуация помимо этого региона наблюдается также во Львовской, Николаевской, Закарпатской и Черкасской областях. Именно поэтому важно, чтобы реакция, которую мы сейчас видим в Одессе, стала не исключением, а началом системных изменений по всей стране. В СБУ заявляют, участников схемы много, они затаскивали в служебные микроавтобусы мужчин и выбивали деньги под угрозами отправки на фронт штурмовиками. Задержание прошло на горячем во время очередного похищения, причем подозреваемые пытались скрыться и оказывали сопротивление. СБУ задействовала силу, открыли огонь и задержали представителей ТЦК, которые действовали по наводке жителя региона. Именно он подыскивал потенциальных жертв, выяснял их материальное положение и маршруты передвижения. Далее фигуранты отслеживали потерпевших и нападали на них прямо на улицах или на автодорогах. Для рейдов использовали 2 служебных мультивэна. В одном удерживали потерпевших, а группа из второго автомобиля следила за обстановкой вокруг. В СБУ говорят, что задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. 70 лет и снова в строй. В Германии обсуждают резкое повышение возрастного предела для резервистов. С инициативой выступил глава Союза резервистов Бастиан Эрнст, указывая на дефицит молодых кадров и необходимость срочно усиливать обороноспособность. Идея проста – задействовать опытных бывших военных, которые, по мнению сторонников реформы, все еще способны служить. Параллельно предлагают ужесточить систему, например, лишить работодателей права препятствовать участию резервистов в учениях. На фоне планов нарастить численность армии до сотен тысяч человек, Германия фактически пересматривает сам подход к мобилизационному ресурсу, пишет Шпигель. Теперь акцент делают не только на молодежи, но и на тех, кто уже знает запах пороха. Люди дольше остаются в хорошей форме. Мы не должны растрачивать этот ресурс. Людей с жизненным и профессиональным опытом, сказал Эрнст. И если мы сталкиваемся с проблемой нехватки молодого пополнения, то должны компенсировать это и на другом конце возрастной пирамиды. Конец режима тишины. Первоначальные договоренности о перемирии между США и Ираном подошли к концу. Финальной датой было 22 апреля. Пауза была взята для того, чтобы стороны пришли к дипломатии, но при этом они так и не сели за стол переговоров до конечного срока режима прекращения огня. Все эти 14 дней только и разговоров о том, состоятся ли переговоры. Накануне во второй половине вторника поездка вице-президента США Венса в Пакистан внезапно зависла. Иран не давал ответа американцам по
полетит ли его переговорная группа в Исламабад. Издание Axios со ссылкой на свои источники писало, что в Тегеране раскол. Часть элит отказывается обсуждать мир, пока действует морская блокада США. Американские переговорщики накануне оставались в Штатах, а спецборд вместо полета в Пакистан на переговоры резко изменил курс. В Вашингтоне заявили о созыве срочных совещаний. Цитирую. Представитель Белого дома заявил, что сегодня в Белом доме проходят дополнительные политические совещания, в которых примет участие вице-президент. Самолет правительства США, который должен был утром во вторник доставить Уиткофа и Кушнера из Майами в Исламабад через Европу, так и не вылетел. Вместо этого около полудня он отправился в Вашингтон. В Белый дом прибыл не только Венс, но и Рубио, Хексет, а также директор ЦРУ Рэдклифф. Также вечером 21 апреля иранский МИД заявил, что примет окончательное решение об участии в переговорах, когда поймет, что США ориентированы на результат. А после прозвучало еще одно заявление. США нарушили временное перемирие. Это слова министра иностранных дел Ирана Аракчи. Так он прокомментировал блокаду портов Ирана и захваты суден. Дальше еще больше. Иран полностью отказался от переговоров и заявил, не прилетит в Исламабад. Перспектив у переговоров нет. Трамп же за несколько часов до этих заявлений уверял, будет масштабный удар. В Белом доме прозвучало «продление перемирия не будет, будет огонь и атака». Процитирую. «Я ожидаю, что бомбардировки будут, потому что считаю, что с таким настроем лучше заходить в переговоры. Но мы готовы. Военные полностью готовы. Они абсолютно невероятны. Я создал эту армию в свой первый срок. Сейчас я ее использую. Когда я получил армию от Барака Хусейна Обамы, она была истощена. Это было печально. Я восстановил ее в свой первый срок. Вы помните, это огромные деньги. Я ее построил, и сейчас мы используем ее». Уже после такого заявления Трамп снова сдал резко назад. Он заявил, что новой атаки не будет, а режим прекращения огня вновь продлен, но по просьбе посредников. Военным отдан приказ продолжать блокаду, и все. Заявление Путина о завершении войны. Кремль знает, чем она закончится. Кроме того, Путин дает понять, Россия победила, а Киев думает об оформлении этой победы России. Эти слова прозвучали во время встречи с представителями муниципального сообщества РФ. Спикер Нижегородской думы Ченцов, участвовавший в войне против Украины, заявил, что победа будет за Москвой, и это понимает Киев. На что Путин ответил так. Ну да, там просто думают, как это все оформить. Ну, посмотрим. Тем не менее, боевые действия всегда это вещь чрезвычайно сложная, опасная. И мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты. Последнее условие России – это вывод войск ВСУ с Донбасса. Об этом вновь напомнил Лавров. Он снова заговорил о духе Анкориджа, уверяет, что Москва сохраняет оптимизм и верит, что ее условия будут выполнены. Надеемся, в частности, что договоренности, которые были достигнуты на Аляске, будут соблюдены и воплощены в жизнь. Ну и то же самое относится к любым другим соглашениям, которые вырисовываются в ходе контактов по любым другим кризисам. Напомню, Киев неоднократно заявлял, что вывод ВСУ из Донбасса – это капитуляция на условиях Путина и что делать этого никто не будет. Напомню, после встречи Путина и Трампа на Аляске заявлялось, что война может быть закончена, если Украина сдаст свои территории Донецкой области России. Киев уверен, что сдача позиций откроет лишь новый путь для России. Война Украины и России сейчас ведется за Дониленд. Взрывная новость последних суток. Именно так украинские переговорщики предлагали назвать ту часть Донецкой области, которая подконтрольна Украине и с какой Москва требует вывести ВСУ. О новом названии той части Донбасса и нестандартном ходе Киева пишет Нью-Йорк Таймс, уточняя, что в это сложно поверить, но это правда. Часть украинской земли предложили назвать в честь Трампа, чтобы сыграть на его амбициях и склонить США на свою сторону. Идея сначала звучала почти как шутка, но имела четкую цель – заставить Вашингтон жестче давить на Россию по территориальному вопросу. Параллельно обсуждались и более официальные варианты, вроде свободной экономической зоны или даже модели Монако с особым статусом, пишет издание, цитирую.
Другое предложение называло послевоенное устройство моделью Монако, отсылкой к городу-государству на Средиземноморье. Как и Дониленд, это подразумевало создание полусамостоятельного мини-государства с выгодным статусом офшорной экономической зоны. Термин «модель Монако» фигурировал в проектах соглашений, тогда как Дониленд использовался только в обсуждениях. Арест силовиков в Украине. Суд отправил за решетку пока сроком на 2 месяца полицейских, которые во время теракта в столице бежали от стрелка, несмотря на крики о помощи. Также, согласно решению суда, патрульным разрешили выйти на свободу под залог в размере 266 тысяч гривен, чуть более 5 тысяч евро. Однако прокуратура требовала оставить подозреваемых под стражей без всяких залогов, ссылаясь на тяжесть последствий и огромный общественный резонанс. На скамье подсудимых оба патрульных вели себя спокойно и пытались оправдаться. По словам фигуранта дела Михаила Дробницкого, он отступил с места ЧП, поскольку террорист начал стрелять в него. Напарница Дробницкого, Анна Дудина, заявила, что она не виновата, поскольку вообще не видела стрелка, а стрелять вслепую крайне опасно. Поэтому, говорит подозреваемая, услышав выстрелы, она в первую очередь искала укрытие. Также Дудина подчеркнула, она вообще не патрульная. Ее вывели на дежурство из-за дефицита кадров. Сама же работает старшим инспектором по вопросам жилищного обеспечения в столичном управлении патрульной полиции. При этом в МВД уже заявили, чтобы полицейские не боялись свиста пуль, их будут отправлять на полигоны и даже на несколько месяцев на фронт. Теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди. Мы будем привлекать военнослужащих, которые прошли боевые действия в составе 1 и 2 армейских корпусов Национальной гвардии, а также из Государственной пограничной службы в качестве инструкторов. Дружбу починили, но гарантий нет. Президент Зеленский заявил, что Украина полностью восстановила поврежденный обстрелом участок нефтепровода «Дружба». По его словам, трубопровод готов возобновить прокачку нефти в Европу. На Банковой подчеркнули, что выполнили все ремонтные работы, как и обещали Евросоюзу. Теперь очередь ЕС разблокировать пакет помощи на 90 миллиардов евро, который ранее ветировал премьер Венгрии Орбан. При этом Зеленский лично уведомил первых лиц Евросоюза, Кошту и Урсулу фон дер Ляйен о работоспособности дружбы. При этом Киев прямо заявляет, как долго продержится труба, неизвестно, гарантий нет. И вот почему. Нефтепровод может возобновить функционирование, хотя никто сейчас не может гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся. Наши специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования. Тем временем ярые противники кредитования Украины, Венгрия и Словакия подтверждают, если поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» восстановятся, обе страны поддержат предоставление Киеву займа от ЕС и 20-й пакет санкций против России. Удар Кремля по Германии и заявление для Астаны. Казахстанской нефтяной лазейке пришел конец. Россия готовится полностью перекрыть транзит казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». В Берлин и Астану уже отправлены предупреждения. Об этом сразу 3 осведомленных источника сообщили Рейтер. В прошлом году через «Дружбу» в Германию ушло более 2 миллионов тонн казахстанской нефти, что почти на 50% больше, чем в 2024. А в первом квартале этого года в ФРГ уже прокачали 730 тысяч тонн, говорится в материале. Остановка поставок в первую очередь скажется на немецком НПЗ в Шведте. Именно этот завод обеспечивает топливом 9 из 10 автомобилей в регионе Берлин-Бранденбург. Официально ни одна из сторон пока не комментировала ситуацию. По данным Рейтер, Германия ищет альтернативы. Польский оператор Перн обещает в случае чего гнать нефть через порт Гданьск. Собеседники, говорившие с Рейтер на условиях анонимности, заявили, что обновленный график поставок нефти уже направлен к Казахстану и Германии. Прекращение поставок казахстанской нефти добавит неопределенности в топливное обеспечение Германии на фоне войны с Ираном, которая нарушает поставки энергии с Ближнего Востока. Всего через несколько лет после того, как многолетние энергетические связи Берлина с Россией были разрушены из-за войны в Украине. Конец спецоперации, заявление Москвы, освобождение заложников, на свободе россиянин и украинец. Накануне в Минобороны России заявили, что Африканский корпус, это военизированное формирование российской армии в Африке, закончил специальную операцию в Мали и вытащил из плена местной террористической группировки 2 геологов – россиянина Олега Грету и украинца Юрия Юрова.
Сообщается, что мужчины работали на российскую геолого-разведывательную компанию и были захвачены боевиками во время экспедиции еще летом 2024 года. Геологов доставили в Подмосковье. Медобследование показало, что бывшие заложники страдают многочисленными заболеваниями, у обоих сильное физическое истощение. В ближайшее время их перевезут в Москву на лечение и реабилитацию. Евреям и животным вход запрещен. Скандальная вывеска появилась на дверях одного из отелей города Ош в Кыргызстане. Данное послание дублировалось на 3 языках – кыргызском, русском и английском. Фото антисемитской таблички моментально разлетелось по соцсетям и вызвало широкий резонанс. Вскоре последовала реакция посольства Израиля в Казахстане и Кыргызстане. В офисе дипмиссии заявили, что решительно осуждают появление вывески, содержащей открыто антисемитское и оскорбительное заявление. К делу привлекли милицию. Выяснилось, что скандальную табличку повесил владелец здания, а не администрация отеля. Гостиница просто арендует помещение в этом доме, рассказали сотрудники отеля. Как пишут местные СМИ, после разъяснительной беседы с милицией вывеску оперативно сняли. Подобные проявления недопустимы и противоречат основополагающим принципам уважения, равенства и человеческого достоинства. Мы убеждены, что любые формы дискриминации по признаку этнической принадлежности, религии или любым другим основаниям должны получать четкий и однозначный ответ. Наказание за неприличные рисунки в небе. ВВС Финляндии оказались в центре неожиданного и довольно курьезного обсуждения после учебных полетов. Тренировка прошла успешно, но предательскими стали скриншоты с траекториями движения самолетов, опубликованные на сайте Flightradar. На графике явно читаются фаллические символы. Последующие радиолокационные изображения указывают, что как минимум 4 маршрута полетов напоминали форму мужских гениталий. В комментарии изданию «Юлия» ВВС Финляндии заявили, что подобные маршруты – это результат выполнения учебных упражнений в заданной зоне, где траектории могут формировать различные узоры, даже непристойные, преднамеренно или случайно. При этом подчеркивается, что пилоты строго следовали программе полета, не отклонялись от маршрута и не создавали угрозы для других воздушных судов. При этом военные не исключают, что к летчикам-художникам будут применены дисциплинарные меры. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если оставите лайк, комментарий и сделаете репост этого видео. И до встречи, как всегда, уже завтра.